Всем привет! Продолжаем разбираться с трайбаном. И на повестке дня у нас разбор двигателя. Очень интересно на самом деле, что там с двигателем происходит. Уже не терпится туда добраться. И наконец-то воскресить ее, да, восстановить, скажем так. Вон она стоит, ждет. Сейчас цепляем ее, погнали тянуть в гараж. И там уже включимся и более подробно все рассмотрим. А я же забыл еще в обзоре вам сказать, что здесь внедрена инновационная самая система для «Жигулей» автопилот. То есть машина полностью в автоматическом режиме сама собой управляет, ускоряется, поворачивает где ей нужно, тормозит и так далее. А вы сможете вот так вот ехать в «Жиге», закрыть глаза и кайфовать, наслаждаться просто дорогой? Правда, когда в ямы попадает, то немножко так вот рулевая, на демпферах немножко так подыгрывая. Ну, то ничего такое, то еще мы адаптируем все под наши дороги. Тут сейчас просто установлен, пакет американские дороги. Вот надо установить пакет украинские дороги. И тогда, адаптацию пройдет рулевая отлично. И не будет при попадании в яму, как бы, руль немножко смыкаться. Сейчас будет поворот налево. Давай, родная, поворачивай. Молодец, сейчас под горочку надо бы ускориться. Еще надо адаптировать ее к заварке, потому что я программно это не прописал, заварку я имею в виду, и она бывает немножко руля больше дает из-за того, что задние колеса постоянно заблокированы. Либо установка обычной блокировки решит тоже эту проблему. Ничего, настроим, прошьем. Я понял, для чего это сделано. Это, короче, как башня в танке. Вы отсюда можете следить за всем, стрелять, если вам потребуется. Четко все видно, а что нет. Правда, я же говорю, что после вот таких поездочек голова просто как у Джимми Нейтрона. Только за последние 2 дня биткоин вырос с 60 тысяч до 68 тысяч долларов. И ты все еще думаешь, что поздно покупать? Может быть, это и так, но инвестиционная компания Avalon зарабатывает на ней и по сей день. Биткоин, эфир, когда купить и продать, знают только топовые аналитики компании Avalon. Покупая на спаде и продавая на пике, они делают хорошую прибыль и делятся ею с вами, то есть с инвесторами. Хочешь поднимать кэш на крипте и современных технологиях, но не шаришь в этом, а они шарят и сделают все за тебя. Тебе остается только выбрать срок депозита и получать свою прибыль. Инвестор престижной финансовой компании звучит круто и прибыльно. Так становись им, пройдя простую регистрацию по ссылке в описании. 1,3% к вложенной сумме ежедневно. Также не забывай про бонусы. Всем удачи! Согласитесь, что это огромный плюс и очень большое удобство. Потихоньку приступили к работе, движется процесс. Вот это ненавижу я такие моменты. Я об этом уже говорил и не раз делал на этом акцент. Из тормозных трубок вот это делать подачу масляную. На турбину, такое, чушь конкретнейшая. И с вот этим моментом тоже надо будет что-то решать. Такие павутыння. Половину надо будет вырезать. Проводку перемотать, потому что от такого всего вот так оно все работать и будет. Работы хватает. Интересно все-таки, что ж там внутри. Вот эти хомуты тоже надо будет заменить, потому что они не годятся. И даже если тут будет где-то подсос воздуха, это можно и не заметить, но тем не менее он будет и будет долбить голову. Поэтому придется вот такие где-то поискать, только чуть-чуть уже, и поставить нормальные хомуты сюда. Пронаблюдайте за тем, как работал двигатель. А тут вообще, кстати, вообще не весело. Вообще не весело. Амбассадор конкретный. Лужи очень большие. Итак, низ скинут. Мы сейчас к этому вернемся. Там просто трешак конкретнейший. А начать хотелось бы с того, что достать отсюда двигатель, оказывается, очень было тяжело. По причине того, что вот эти вот балки, швеллера, или как их там можно назвать. Так, по поддону полная тоже амба. Надута, намыта, надута. Стружки сюда. Просто космос. То такое. Это на самом деле мелочи на фоне того, что вообще тут происходило. Погнали, это трэш, ребятки. Итак, как вам шатунчик? Пойдет сваренный. Ой, он просто сгорел. Да, веселье, конечно, конкретнейшее. Шатуны все под замену. Эти шатуны я выброшу. Они, кстати, так облегченные немножко были. Я не знаю, и сюда лазили, ребятки, сюда лазили, и это все видели, и собрали вот так вот, короче, как есть, и просто
не заморачивались по этому поводу. Поршневую тоже меняем, понятное дело, вкладышем всем жопа. Тут давления масла не было вообще, просто вообще. Как он вкладыши. Это трэш. Так, шпонка тут где-то валялась. Шпоночка, вот, пожалуйста, демонстрирую. И смех, и грех. Так, тут тоже каналы Баби там все позабивало. Бедный коленвал. Как оно тут вообще все работало, непонятно. Масляный насос тоже, скорее всего, поменяю, потому что там выработка, мне кажется, космическая. Ну, по цилиндрам там, в принципе, таких мегазадиров нету. Но тоже промеряю, посмотрим, что там покажет нам. Ну и с поршневой тоже буду думать, какую поршневую сюда ставить. Это, кстати, на вот том, да, на набитом. Там, где я вот показывал, что набило. Блять, это жесть. Это просто жесть. Бедняга Шатун сварился от такой работы двигателя. Если ее можно так назвать. Кстати, когда достали, пытались провернуть двигатель, он вообще не проворачивается. То есть, ну, клинит конкретно. Ну, это логично, это понятно. Судя по этому всему, этого и следовало ожидать. Движемся дальше. Процесс будет очень интересный. Ну как вам? Ну трэш, согласитесь, это полнейший трэша. Да, заглушки это даже не обсуждается. Это, ну, само собой разумеется, их по-любому тоже поменять. Это мелочь, да, кто-то не придает этому значения. Но пока оно все снято, я лучше это сразу поменяю и не буду вот так вот красить. Меня вообще бесит на самом деле, когда красят тупо двигатель по грязи, вот так вот поверху, с заглушками со всем вместе. По этой головке тоже можно увидеть, как работал двигатель. Никак он не работал. На бензиново-масляной какой-то воздушной смеси. Короче, лило его просто конкретно. Печально. Очень печальная картина тут. И где-то, ага, вот тут вот набивало. Это все. Короче, ее сейчас надо полностью тоже разобрать. Отвезти на завод. Все почистить, промыть, спланировать как минимум. И заново собирать. Короче, думаю, сейчас по шурику сниму турбину и посмотрю на ее состояние. Ну, то, что она разваленная, это было как бы ожидаемо. Давайте сейчас попробую. Я думаю, там слышно. Люфт конкретнейший. А вот это как вам? За такое просто надо взять и руки оторвать. Тупо приварили ее к коллектору и все, намертво. Ну, правильно, да, чтобы там не раскручивалось. Прокладки, чтобы не выдувало. Короче, жесть полная. Ну и генератор, понятное дело, тоже сейчас надо отвезти на ревизию. Я думаю, сейчас будет слышно. Как вам? Ему тоже во флентий. Так что едем. Ну, тут сейчас что-то, не знаю, решать, отрезать ее как-то. А эту сейчас везу на ревизию. А валы-то, как оказалось, тут не стоковые. Но, тем не менее, что это за валы, вообще непонятно. Один без задницы, видите, один с задницей. Короче, какая-то сборная солянка. И это, ну, не с одной серии как бы валы. Это просто я слепила из того, что было, называется. Один полнобазный, этот не полнобазный. Ну, такое, короче. Сборная солянки, как я уже сказал. Это надо будет тоже чикнуть. Гидрикам всем тоже задница. 2 целых, по-моему, там были. Ну, короче, их тоже все под замену, однозначно. Сейчас везу блок с головой на завод. Голову надо спланировать. И по блоку тоже посмотреть, что вообще там по разбежности в цилиндрах. Если там не сильно, допустим, не сильные расходы и не сильная выработка, тогда, скорее всего, просто поршневую воткну и сюда. А, кстати, коленвал там 111,83, то есть у него ход 75,6. Соответственно, это нестандартный вал с нестандартными поршнями там установлены. Ну, короче, это лишний геморрой. Поэтому, скорее всего, просто 71 колено сюда воткну. А блок у нас тут 21,083, по-моему, да, 83. Поэтому воткну сюда все стандартное, да и все. Со стандартными шатунами, чтобы не играться вот этим всем, там заказывать со смещением поршня, пилить эти поршни и так далее. Но как вам это шестнаревое произведение искусства? В принципе, этот двигатель можно было по сути и не разбирать. Он же все-таки после капиталки, он бы еще ходил и ходил, обкатку даже не прошел. Но, если честно, я предполагал, что там будет такой капец. Но
Я не предполагал, что прям настолько. Ну, я честно был шокирован, когда это все увидел. Напишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ну, это просто... Это просто унтрен. В общем, давайте, да, возвращаться теперь к работе. В принципе, фронт работы понятен. Менять все напрочь. Просто менять. Я не знаю, что с этого двигателя, по сути, там останется. Того, что было. Это, наверное, блок и голова. И то не факт, что оно не подкинет нам еще каких-то новых сюрпризов. Потому что я, если честно, уже тут ничему не удивлюсь, по сути. Но, тем не менее, в принципе, ну, завод все покажет. И там уже будет видно. Теперь, получается, я нахожусь в поисках коленвала с ходом 71 мм. То есть обычный стандартный 1.5 коленвал. Поэтому, если у кого-то есть предложение, ну, в личку можете писать. Моя ссылка на Инстаграм, как всегда, в описании. Она под каждым роликом есть. Поэтому с предложениями туда. Обязательное условие, это чтобы он был либо в номинале, пускай там под 0.25, там, ну, чтобы можно было его расточить, либо 0.25, чтобы его не нужно было, ну, шлифовать. 0.5 уже ставить я не буду, ну, короче, то есть тут рисковать такими приколами не хочу. Поэтому либо номинал, либо 0.25. Желательно 21.10 колено, но там потяжелее, чем обычная восьмерочная. Ну, тем не менее, в общем, рассмотрю, в принципе, все варианты с адекватными ценниками, поэтому пишите без проблем. Так, что нам еще потребуется? Поршневая нам потребуется. Куплю, закажу поршневую новую. Все надо новое. Я представляю, ну, сколько это теперь по финансам все затянет. Но я не могу по-другому. Ну, то есть я не хочу собирать... ну, двигатель как попало из, то, как я говорил, слепило из того, что было, но это бред. У меня просто на такое рука не подымется, поэтому придется делать все более-менее по-нормальному. Понятно, что там не с топовых запчастей и так далее, там не с мега каким-то тюнингом, но тем не менее по-нормальному. Также мне потребуется куча различной мелочевки. Я, наверное, в следующей серии, ну, там, где будет показано вообще, что нам показал завод и так далее, в общем, в следующей серии я, наверное, все-таки потом приложу цены, что по ценам у меня получилось, ну, для того, чтобы вы... Это, во-первых, всем всегда интересно, я, правда, не понимаю, почему, но это почему-то всем интересно всегда. Цены, и все пишут вечно, почему не сказал цену, почему не указал цены и так далее. Поэтому в следующем ролике я обязательно укажу все цены. Просто даже самому интересно, на самом деле, насколько я встрял с этим двигателем. И двигатель это же далеко там, ну, не все, что нужно будет делать. Но тем не менее, пока что это основное. Потом... Да все, в принципе, ну, я опять же повторяюсь, в принципе, все. Ну, колено надо будет тоже проточить. Возможно, конечно, у кого-то колено валяется 71, уже с классики проточенное. Ну, то посмотрим, то уже по ходу будем решать. Я думаю, картина ясна. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, будет очень много интересного с этой машиной. Я думаю, на этом можно завершать сегодняшнее наше видео, поэтому до новых встреч, пока!